Дом стоял там, где человеческие следы постепенно растворялись в хвое. Дорога заканчивалась у старого почтового ящика, а дальше начинался лес, густой, высокий, живой. Он не был ни злым, ни добрым. Он просто существовал по своим законам. Отец Артёма часто говорил, что этот дом дышит. Скрип половиц менялся в зависимости от погоды, стены хранили тепло даже в сильные морозы, а окна словно наблюдали за тем, что происходит снаружи. Артём родился уже здесь. Для него лес был не угрозой, а соседом. Он различал шаги зверей, умел отличить лай собаки от лая лисы, а ночные звуки не пугали его. Они были частью жизни. Но в ту ночь всё было иначе. Дождь не просто шел, да он обрушивался. Ветер гнул деревья, вода хлестала по крыше, словно кто-то пытался пробиться внутрь. Дом держался, но даже он, казалось, напряженно прислушивался. Артём проснулся резко, будто его толкнули. Ему показалось, что его зовут. Он лежал, глядя в потолок, и прислушивался. Сначала был только дождь, потом-то что-то еще. Низкое, протяжное, почти неслышимое, но от этого еще более тревожное. Артём сел. Он вспомнил слова отца. «Если лес молчит, все спокойно. Если он начинает говорить, слушай». Звук шел со стороны окна. Подойдя ближе, Артём почувствовал холод от стекла. Он осторожно отодвинул занавеску, и сердце пропустило удар. Перед ним стояла медведица. Она была огромной, но не страшной. Её шерсть была мокрой, тяжелой, а дыхание богием глубоким и уставшим. Два маленьких медвежонка жались к ней, дрожа от холода. Их глаза встретились. Артём ожидал ярости, инстинкта, но увидел другое – просьбу. Он вспомнил, как однажды упал с велосипеда и сидел на обочине, не в силах встать, пока мимо проходили люди. Как ему хотелось, чтобы хоть кто-то остановился. Он понял этот взгляд. «Ты ищешь помощь», – прошептал он. Медведица не шевельнулась. Разбудить родителей было сложно. Они не сразу поняли, почему сын стоит в коридоре, бледный, но удивительно спокойный. «Там медведица», — сказал он тихо. Слова повисли в воздухе. Когда отец увидел зверя, его первой реакцией было отступить. Разум кричал «опасность». Он знал, что медведь может убить человека за секунды, но что-то не сходилось. Медведица не двигалась. Она сидела, прикрывая собой детенышей, не нападала, не рычала. «Она могла бы уже быть внутри», – прошептал он. Мать смотрела на медвежат, на их дрожь, на то, как они пытались спрятаться в шерсти матери. «Это мать», — сказала она, — «такая же, как я». Открывать дверь было страшно. Мать долго держала руку на ручке. Отец стоял рядом, готовый в любой момент закрыть ее. Артём стоял позади, чувствуя странную уверенность. Когда дверь приоткрылась, холодный воздух ворвался в дом. Медведица тут же села. Это был жест, признание границы. Артём сделал шаг вперед. «Можно?» – спросил он, сам не зная, у кого. Его пальцы коснулись шерсти, теплой, живой. Медведица вздрогнула, но не отстранилась. В этот момент что-то необратимо изменилось. Медведица вошла осторожно, словно боялась повредить дом. Медвежата семенили за ней, скользя по полу. Они улеглись у стены. Дом наполнился новым дыханием, новым ритмом. Отец впервые за много лет молился, не словами, а тишиной. Мать приносила воду, полотенце, одеяло. Артём сидел рядом, не отрываясь. Медведица не спала. Она следила за каждым звуком, но в её теле впервые за долгое время появилось расслабление. Её берлога была разрушена внезапно. Вода пришла ночью, она едва успела вытащить медвежат. Запахи исчезли, ориентиры пропали. Лес стал враждебным, она шла, ориентируясь на слабый свет и запах дыма.
Она знала, что люди опасны, но еще она знала, смерть медвежат будет хуже. Она выбрала риск. Когда дождь закончился, мир выглядел новым. Медведица все еще была в доме. Телефон отца дрожал от сообщений. Видео, снятое ночью, разлетелось по сети. Это невозможно. Я плачу. Мы забыли, что значит быть людьми. Ученые спорили, люди чувствовали. Когда спасатели увезли медведицу и медвежат, дом опустел не сразу. Сначала он был наполнен следами. Мокрые пятна на полу, клочок шерсти у стены, запах леса, смешавшийся с запахом человеческого тепла. Мать долго не могла убрать полотенца. Она складывала их, снова разворачивала, будто этим могла продлить присутствие тех, кто уже ушел. «Странно», — сказала она вечером. Дом словно стал больше. Отец кивнул. Он чувствовал то же самое, но не мог подобрать слов. За одну ночь его представление о мире треснуло. Все, что он считал правильным и опасным, оказалось не таким однозначным. Артём сидел на полу в прихожей, там, где лежала медведица. «Она вернется?» – спросил он. «Не сюда», – мягко ответила мать. «Но она будет жить». И это было самым важным. Телефон не умолкал сутками. Журналисты, блогеры, ученые, просто люди. Одни восхищались, другие обвиняли родителей в безрассудстве. Вы подвергли ребенка смертельной опасности. Это чудо. Это безответственно. Это урок всему человечеству. Отец впервые в жизни оказался в центре внимания. Он чувствовал себя неловко. «Мы ничего не делали специально», — говорил он. «Мы просто открыли дверь». Экологи объясняли, что медведица, вероятно, была доведена до крайнего отчаяния. Что такое поведение – редкость, но не невозможность. «Иногда, – сказал один из специалистов, – животные чувствуют, кто не причинит вред. В заповеднике медведица долго не спала. Новая территория была безопасной, но чужой. Медвежата прижимались к ней, и она слушала их дыхание. Иногда ей снился дом, не стены, не запахи, глаза, маленькие, спокойные, без страха. Она не знала, что это значит – помнить человека, но тело помнило. Сердце тоже. Артём стал другим. Он больше не играл в стрелялки. Его интересовали книги о животных, карты заповедников, документальные фильмы. Он задавал взрослым вопросы, на которые те не всегда знали ответы. Почему мы считаем себя главными? Почему лес должен уступать дороге? Почему животные всегда мешают, а не живут? Родители слушали и учились заново. Прошел год. Заповедник встретил их запахом травы и тишиной. Артём шел быстро, словно знал дорогу. И вдруг движение. Медведица вышла из-за деревьев. Она остановилась, мир снова замер. Она смотрела на мальчика долго. Медленно подошла ближе, не переходя границы. Медвежата, подросшие, но все еще неуклюжие, крутились рядом. Артём не побежал, он просто стоял. «Привет», — сказал он. Медведица фыркнула, тихо, спокойно. Это было узнавание. Специалисты наблюдали издалека, затаив дыхание. «Она помнит», – прошептал кто-то. Но дело было не в памяти. Дело было в опыте доверия. Медведица развернулась и ушла в лес. Медвежата последовали за ней. Она не оглянулась. И в этом не было грусти. Только завершенность. История не исчезла. Она вошла в лекции, документальные фильмы, школьные уроки. Люди ссылались на нее, когда говорили о сосуществовании, о выборе, о границах. Но для Артёма она была не символом, она была началом. После возвращения из заповедника отец долго не мог уснуть. Он лежал в темноте, слушая дыхание дома. Тот самый тихий скрип, который раньше казался ему обычным. Теперь же каждый звук напоминал. Границы между мирами тоньше, чем принято думать. Он вырос в городе.
Там все было четко: люди, здесь природа, где-то за пределами. Но одна ночь перечеркнула эту уверенность. Он понял, что страх – это не всегда предупреждение, иногда это просто привычка. Мать Артёма изменилась иначе. Она стала тише, внимательнее. Она начала замечать мелочи: птицу у окна, следы на снегу, сломанные ветки после ветра. Раньше она прошла бы мимо, теперь останавливалась. Иногда ей казалось, что она все еще видит медведицу, не телом, а ощущением. Как будто рядом побывало что-то настоящее, и после этого все искусственное стало заметнее. «Мы слишком часто закрываем двери», — сказала она однажды, «даже когда никто не стучит». В школе Артём стал другим. Одноклассники сначала смеялись. «Это тот самый мальчик с медведем». Потом перестали. Когда на уроке окружающего мира учительница заговорила о хищниках, Артём поднял руку. «Они не злые», — сказал он. «Они просто защищают». В классе стало тихо. Он не спорил. Он знал. История обрастала версиями. Кто-то говорил, что медведица была больна. Кто-то, что это была дрессированная особь. Кто-то утверждал, что видео – подделка. Но были и другие люди. Те, кто после этой истории перестал бояться леса, начал поддерживать заповедники. Первый задумался о том, что человек не центр мира, и это нельзя было измерить статистикой. Зима в тот год пришла рано. Снег укрыл лес плотным одеялом, дом снова оказался на границе двух миров. Артём часто выходил на крыльцо и смотрел на следы. Он учился читать их как книгу. Иногда он находил следы медведя далеко, глубоко в лесу. Он не звал, он просто знал, она жива. Однажды Артёму приснился сон. Он стоял в лесу, было тепло, медведица шла рядом, не впереди и не позади. Медвежата бежали по траве, никто не говорил. И в этом сне не было ни страха, ни радости, только покой. Проснувшись, Артём понял – он больше не боится одиночества. В заповеднике медведицу изучали осторожно. «Она необычайно спокойна», — говорил один из биологов. «У нее нет агрессии к людям». «Потому что однажды человек не стал для нее угрозой», — ответил другой. Это не вошло в официальный отчет, но осталось в памяти. Годы шли, Артём рос, дом старел, лес менялся. Но история не стиралась, она становилась основой. Когда Артёма спрашивали, кем он хочет стать, он отвечал без пафоса: тем, кто не закрывает двери без необходимости. Прошли десятилетия. Артём вернулся к тому дому уже взрослым мужчиной. Родителей не стало, но дом стоял. Он открыл дверь и услышал тишину. Ту самую. Он вышел на крыльцо, лес был все тем же. Мир не спасают герои, его спасают те, кто слышит, те, кто умеет отличить угрозу от просьбы, те, кто открывает дверь не из смелости, а из сострадания. Однажды ночью маленький мальчик сделал шаг навстречу, и этого оказалось достаточно, чтобы изменить не только одну судьбу, а множество.